Здравствуйте, меня зовут Валерия. Рада быть снова с вами. Сегодня мы узнаем, как купить нужные лекарства в аптеке, а также, как вызвать скорую помощь. Надеемся, что во время ваших поездок с вами ничего не случится, однако знать основные фразы, связанные с медициной на русском языке, необходимо. В случае ухудшения самочувствия мы рекомендуем обращаться к врачу. Однако в России большинство лекарств отпускается без рецепта, и вы можете напрямую пойти в аптеку. Аптека. Аптека. Давайте вспомним, как узнать, где находится аптека. Попробуйте задать вопрос. Где находится аптека? Где аптека? Аптеки обозначены зелеными крестами, и вы без труда их увидите. Теперь давайте научимся, как описать свое состояние здоровья врачу или фармацевту. Для этого используем глагол «болеть». Болеть. У меня болит. Эта фраза означает, что вы испытываете боль. У вас может болеть голова, живот, горло, сердце. Попробуем совместить. У меня болит голова. У меня болит горло. У меня болит живот. Если у вас аллергия, предупредите об этом врача и фармацевта. Аллергия. Аллергия. У меня аллергия на. Вы можете обратиться в больницу. Больница. Доктор осмотрит вас, поставит диагноз и выпишет препараты. Если у вас есть рецепт, вы просто можете его показать в аптеке и сказать фразы «Мне надо это», «Мне надо это», «Мне надо купить это», «Купить». Фармацевт даст вам нужные препараты. Порой в аптеке их может не быть. Тогда фармацевт скажет вам: этого нет, этого лекарства у нас нет. Он может посоветовать похожий препарат, сказав слова «вместо», «вместо» или «такой же» или «похожий», «похожий». Доктор и фармацевт расскажет вам, как и как часто принимать таблетки, капли, как использовать мази или растворы. Например, до еды, после еды. Принимайте эти таблетки до еды. Принимайте этот препарат 3 раза в день. 2 раза в день, 1 раз в день. Или предостеречь, сказав «до» или «не более». Например, до 5 раз в день, не более 3 раз в сутки. Слово «сутки» означает 24 часа. Если во время пребывания в России вам понадобилась скорая медицинская помощь, наберите со стационарного телефона 103. 103. 103. Если вы используете мобильный телефон, сначала наберите 112. 112. И затем номер медицинской службы 03 и звездочка. По номеру 112 вам также будет предложено меню на английском языке. Как правило, большинство мобильных операторов России используют номер 030 для вызова скорой помощи. Дозвонившись, вам надо сообщить возраст пострадавшего, его пол и сказать, что случилось. Травма, подозрение на аппендицит, проблемы с сердцем, высокое давление. Давайте попробуем представить ситуацию. Вы вызываете скорую помощь для своего друга, который подвернул лодыжку.
и не может идти. Вы говорите: «Здравствуйте, человек подвернул лодыжку». Мужчина, 36 лет. Он находится на улице Лермонтова, 24. Надеемся, вам не придется звонить в скорую или идти к врачу. Тем не менее, настоятельно рекомендуем зайти на наш сайт и подучить слова и выражения с урока. До встречи и будьте здоровы!